Привет всем! Сегодня у нас будут нутрии, лебеди и утки. А также мы с вами посмотрим речку Вак и увидим парк санатория Терме Палас. Вообще все это будет происходить в Словакии, в городе, который называется Пиштяны. Вот смотрите, это санаторий Терме Палас. Пятизвездочный санаторий, лучший санаторий в Словакии, Бальню, там уникальные условия. Я про этот санаторий сделаю отдельное видео подробное с оценкой, что там, как там, имеет ли смысл туда ехать, что там с удобствами проживания, сервисом, питанием, так сказать, с одной стороны, и какая там лечебная часть. То есть какие процедуры, что они предлагают, от чего это помогает. И в целом дам некоторую оценку, некоторый отзыв по этому санаторию. Мы там были в октябре, месяц назад. Итак, для начала смотрите, диспозиция. Вот это река, там есть два рукава, один основной, через который мост, а другой дополнительный, где мы будем наблюдать нутрий и санаторий. Это остров, называется Купельный остров, там сосредоточены бальню отелей, и вот вся такая курортная жизнь протекает на этом острове. А вот это мост, называется Колоннадный мост. Он был в ремонте, когда мы там были. Ну, по нему можно ходить, одна половина была открыта. И там я засек лебедей. Ну, постоянные зрители канала прекрасно знают, что к лебедям я неравнодушен. То есть на канале про лебедей, не знаю, надо посчитать 50-60 роликов, ну, какое-то огромное количество. А причем у нас такие достаточно близкие с лебедями дружеские отношения. И я как бы к ним неравнодушен. А тут смотрите, какая картина. Их много. Вот мы с Ириной взяли, пошли по мосту посмотреть на лебедей. Ну тут по ходу дела птахи тоже кушают. Там товарищ какой-то из Латинской Америки играл свою латиноамериканскую музыку. Вот. И вот мы перешли. Это как-то вечером. То есть эти лебеди там выходят на берег, и народ собирается, их кормит. Ну, знакомая картина. Соответственно, мы не могли не поучаствовать. Вот смотрите, диспозиция какая. Довольно много молодых лебедей группы. Есть семьи, есть совсем там выводка этого года. Вот они немножко другого окраса, мы их еще потом увидим. То есть лебедей довольно много. Как всегда, кругом вьются утки. Ну, у них тут же склоки, разборки. Можно спуститься туда к ним, можно сверху кидать. Ну, вот народ там стоит, сверху им кидает угощение. Ну, лебеди явно прикормлены, они про это место знают. И лебеди все в прекрасном состоянии. То есть они, я видел, и летают отлично. И, ну вот Ирина там стоит, наблюдает за ними. Ну, такой знакомый нам аттракцион. Место достаточно живописное. Река такая не бурная, течет спокойно. Кораблики иногда ходят. Вообще, все это находится от Вены 2 часа. Чуть меньше 2 часов на машине от Вены. Это на восток от Братиславы. Ну, в принципе, в Словакии все на восток от Братиславы. А вот смотрите, вот так вредничает, вот гоняет, молодых гоняет, вот так. Все, только мне, говорит, никому другому не дам. И утки там, крошки собирают. Вот эта пара, видите, у них окрас такой коричневый. Ну, им примерно от 6 до 8 месяцев, вот этой парочки. Это молодые. А совсем они еще не сменили оперение. Ну, видимо, там родители. Вот они при родителях держатся. Вот этот вышел на берег. Он уже большой, он уже размером как взрослый, но оперение еще. Клюв еще другого цвета и оперение другого цвета. Вот видите, его строят. И говорит, там
не ходи туда. А вот это у нас другой рукав реки Вак, более такой узкий. Там прекрасно. Вообще территория санатория, как полагается, имеет отличный парк. Вообще я в следующем ролике, посвященном этому месту, упомяну про разные санатории. Вообще в плане нашей жизни, где бы мы ни жили, вот мы в разных странах жили, всегда обязательно было найти себе санаторий. То есть то место, в котором можно проводить время. Вот в Болгарии это был санаторий Санданский. Вот там был великолепный платановый парк. А здесь тоже у этого санатория на этом острове отличный парк, очень, очень достойный парк. И живописная вот эта речка, на которой мы наблюдаем, вот смотрите. Я случайно заметил какое-то странное существо. Это явно не утка и явно не лебедь. Вот. Куда-то поплыло. Туда. Ну, я был озадачен. Смотрим дальше. Вот. Ну, это нутрия. Нутрии я знаю, как они выглядят. Как бы представляю. Это у нас классическая нутрия. И нутрии, они живут большими группами. Обычно десяток, около десятка особей. Ну, вот видите, тут парочка. Соответственно, надо было стоять, наблюдать, и постепенно они все появятся. Вот смотрите, нутрии, а вообще-то нутрия имеет другое название — болотный бобр. То есть нутрии живут в реках только в случае, если река медленная. Вот здесь как раз такой случай, когда река такая немножко даже заболоченная, вот течение медленное, не быстрое. И вот эти бобры болотные тут поселились. Их огромное количество здесь. То есть я вот просто наблюдал, они везде. Значит, что это за существо? Значит, оно интересно устроено. Это единственное в своем роде. То есть других представителей этого вида нету. У них мощные мышцы в носу, которые позволяют им зажимать ноздри. Ну, соответственно, в воде это важно. И у них тоже вот эта достаточно редкая особенность. Губы смыкаются плотно за резцами, сзади. То есть вот эта нутрия может грызть ветки, какие-то там стебли под водой, и при этом вода не будет проникать ей в рот. Ну, соответственно, вот эта способность закрывать ноздри и способность плотно прикрывать рот позволяет ей находиться под водой очень долго. До 10 минут, может находиться под водой. Это вообще уникально. Вот смотрите, здесь такая картина. Лебедь. А лебедей тут мало, но вот какой-то приплыл. Вот. Ну, естественно, он старший, он белый. Кругом утки, и кругом тут же в вот этой группе, вот смотрите, плавают нутрии в большом количестве. А нутрии, если присмотритесь, у них на задних лапах есть перепонки. Вот, то есть один большой палец отдельно, а остальные перепонки. Вот это у них кормушка. Вот. Я потом тоже на эту кормушку клал еду. И вот так он берет, выбирается и с кормушки, ну, их подкармливают. Климат там такой, что вдобавок там термальные источники, что они могут жить там круглый год. То есть вода не замерзает. Соответственно, они обитают. Вообще, они интересные существа, они на зиму каких-то убежищ себе, домов не строят. Они запасов на зиму не делают. То есть, если зима получается очень какая-то холодная, какие-то условия меняются, они просто откачевывают на другое место. То есть, нутрии — это существа, которые перемещаются. Вот. И что интересно, их можно одомашнивать и держать как домашнее животное. Вот смотрите, это эмблема всего этого санаторного острова. То есть человек, ломающий костыль. Ну, там вот этих костылей поломанных мы с вами увидим огромное количество. Вот там фонтанчик, питьевая вода, я вот с этой кружки пил. Итак, мы с вами сегодня посмотрели на веселых нутрий, ну, лебеди, утки, и на красивое место. Живописная речка и такой интересный словацкий пейзаж.
будет ролик, посвященный санаторию. Те, кого тема такого санаторного лечения, вот опорно-двигательный аппарат особенно, интересует, я вам очень рекомендую этот ролик посмотреть. Я там подробно в деталях скажу, стоит ли туда ехать. На этом все. Кликните котика, подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк и успехов вам!